Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас ревнует? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон в описании к видео и в комментариях. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И снова в который раз вы выпадаете вот сильным мужчиной. Но этот сильный мужчина, к сожалению, иногда пасует перед женщинами. Вот вы, когда любите, реально, я сразу вспоминаю эту фразу «влюбленный волк уже не хищник». Это про вас. Вот вы, когда влюбляетесь, так было, так есть и так будет. Вы как будто становитесь, пытаюсь подобрать слова, чтобы никого не обидеть, но вы становитесь ручным. Дрессированным, в хорошем смысле слова, да? Вот вы настолько такой человек, который любит искренне, да, вот вы отдаете всего себя в отношениях. Женщина, которой вы отдавали себя и которую вы любили, боготворили, сейчас не с вами. Но вот почему-то, мы сейчас посмотрим почему, некоторые из вас не могут ее отпустить. Поскольку общий расклад, да, говорю, что некоторые. Эта женщина вас, грубо говоря, поимела на деньги, да, облапошила. Женщина однозначно ориентированная на деньги, женщина, с которой могут проигрываться дети у некоторых из вас, да. У меня такое ощущение, что когда вы с ней разошлись, вы стали даже меньше, может быть, даже зарабатывать. Меньше зарабатывать в том плане, что как-то неохота для себя суетиться, особо неохота. На самое необходимое есть. Там детям, допустим, помогаю, родителям помогаю, хватает. Но тем не менее, вы не можете как-то вырулить из той ситуации, из той такой ямы, в которую вас затянула эта пучина развода, разрыва. Вы не можете вырулить. А все потому, что может проигрываться тот момент, что вы до сих пор не можете ее забыть. Я не говорю, что все, да, общий расклад, мы это помним. Не можете забыть. Причем здесь, знаете, у меня такое ощущение, что довольно часто вы думаете о бывшей. Либо же вы можете даже, знакомясь с новой женщиной, вы все равно сознательно, либо же подсознательно, вы можете сравнивать с бывшей. Особенно это касается тех, кто не очень давно разошелся. Здесь еще проигрывается, знаете, такая глубочайшая привязка к ребенку, либо же к детям, у кого не один ребенок. Я не могу сказать, да, что вы и тонете в этой пучине, о которой я говорила. Знаете, может проигрываться какой-то хаос еще в душе у вас и вообще в жизни. Вроде бы начинает жизнь выруливать. Вроде бы деньги есть, все есть. Единственная личная жизнь, конечно, довольно проблемная. Любви пока я у вас не вижу. Но есть смятение чувств, есть какая-то непонятка, есть неразбериха в голове, в душе, в теле. Здесь могут проигрываться абсолютно разные такие варианты, да, мы не будем сейчас всех озвучивать. К примеру, знаете, какая-то потерянность, да, не знаешь, куда двигаться дальше, да, особенно те, кто недавно разошлись. Я не могу сказать, что вы прям так сильно убиваетесь за бывшей женщиной. Нет, но отпустить вы ее все-таки не очень-то и можете. Напишите, есть такой момент или нет. То есть здесь абсолютный хаос, да. Я вас смотрю сейчас даже на расклад, и мне идет информация, подобная, как у вас в душе, наверное, да, это хаос, да, я пытаюсь как-то войти в этот поток, я пытаюсь это все поймать, и мне как-то, знаете, то об одном, то о другом, то есть я считываю энергетику, то, что идет от вас. Я не вижу какой-то стабильности в вашей жизни.
Вот она может быть у вас такая качелеобразная, вроде бы период хороший, удачный, потом все в яму скатываюсь, да, это касается абсолютно всего. Это касается и работы, и тех же, допустим, новых знакомств. Тут ты познакомился, тут ты уже вроде бы разошелся, все разругался, она мне не нужна. Ну, то есть в таком плане, да. Здесь хаос со всех сторон. Вот если раньше у вас, когда у вас еще была семья, отношения, ну, у вас как-то жизнь более была такая, знаете, более дисциплинированная, более такая структурированная, как-то вот порядка больше было. А сейчас вы вот не знаете, да, вот вроде бы и деньги есть, все есть, возможности есть, а что делать, куда бежать, как вырулить, да, вот вроде бы и женщинам нравитесь, неплохой довольно мужчина, и внешне вы нравитесь, и вот даже энергетически как-то вот тянутся женщины к вам, вы должны это замечать. Если вы не замечаете вот эти вот какие-то женские знаки, значит, вы реально, ну, сознательно это делаете. Вы не хотите этого замечать, но они есть. Вы запутались, понимаете, вот вы запутались в себе, вы запутались в мыслях, поэтому у вас такой хаос, непонятки вообще. Я не говорю, что вы абсолютно нацелены на, вот знаете, на светлое будущее, на какие-то планы вы смотрите. Вот раньше у вас было четко все по плану. Вот почему-то раньше, вот вы у меня, знаете, вот к примеру, я привожу просто пример, вот ассоциация, вот раньше был, допустим, бизнесмен, сейчас стал, ну, я не знаю, ну, такой среднего класса, ну, рабочая профессия. Вот, знаете, вот как будто скатываешься вниз, 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 именно вот по карьерной лестнице, вот в таком плане, да? То есть нет мотивации, нет стимула, ничего не хочется, ничего не понятно, да? Хотя вроде бы и все есть. Хаос, хаос, да, вот. Вообще абсолютный хаос. Даже в раскладе, вот. Я просто поражаюсь. У меня давно не было, даже, наверное, первый раз вот такой вот именно хаос в раскладе. Вот идет информация довольно хаотичная. Вы человек, знаете, на самом деле вы, ну, как говорится, существо парное, да, все мы существа парные, но тем не менее, вот те женщины, даже с которыми некоторые из вас пытаются там какие-то шуры-муры крутить, да, какие-то романы пытаются строить, они вас не располагают к любви, к открытости. Вы это прекрасно понимаете. Вот те, кто из вас пытаются вот завязать новые отношения, вы понимаете, что это все не то, что эта женщина будет проходящая. Вот именно этот хаос, который у вас происходит, он не дает вам влюбиться по-настоящему. Плюс то, что вы не отпустили еще бывшую. Довольно запутанная ситуация. Довольно запутанная. У вас все есть, в принципе. Дом есть, все есть, да, там машины у кого есть, деньги. Но знаете, вот как будто такое ощущение, вот вы ждете привет из прошлого. Но это так, если совсем честно. И особенно это касается тех, кто недавно разошелся. Ну, не очень так давно. Вот ждете привет из прошлого. Хотя бы смайлика. Хотя бы привет, как дела? Как ты? Что ты, да? Я сейчас говорю о тех, кто еще не отпустил свою бывшую. У кого это проигрывается, ребятушки, я вас умоляю. Давайте как-то переворачиваться, да, и лицом все-таки к будущему. Ну, разбитую чашку не склеишь. Ну, как бы вы ни хотели, но та трещина, но она останется все равно. И даже вот чисто психологический момент такой. Те из вас, кто ну, какие-то надежды еще питает, да, хотел бы еще помириться. Я вам рассказываю, что вы, если вернетесь в эти отношения, вы вернетесь в ту же точку, из которой вы разошлись. Не в начало отношений, как раньше, уже не будет. Знаете, вот ошибка многих людей, которые считают, что вот мы помиримся и будет все как в начале отношений. Нет, так не бывает. Так, как было раньше, когда-то давно, так не будет. И вы возвращаетесь в ту точку, из которой вы вот вдребезги разругавшись, допустим, после измены, там, после оскорблений, унижений, вы хотите вернуться? Вы сейчас серьезно? Вы хотите в это вернуться? Ну да, можно какой-то период сыграть там роль
любящих, но это будет только роль. Очень часто женщины сходятся в корыстных целях. Если видят, что у мужчины есть денежки, да, комфорт какой-то они могут обеспечить. Да, она может какой-то там месяцок-другой, ну хорошо, ну полгода, и то это много. Но она поиграет с вами в любовь. Дальше она снова покажет свое настоящее лицо, и вы увидите, какой она была раньше. Точно такой же. Вы получите второй удар, но он будет еще больнее. Вот вы реально хотите, ребят? Ну, подумайте хорошенько. Итак, давайте-ка смотреть, разбираться, кто же к нам пришел на расклад, какая женщина вас ревнует. Трэш, просто трэш. Смотрите, к нам на расклад пришла женщина, с которой у вас закончились отношения. Она большая любительница подарков. Это то, что я только что вам говорила. Она большая любительница красивой жизни. Из-за этой женщины вы, ну, может даже проигрываться кто-то из вас чуть на больничную койку, либо же в больничку чуть не попали. А может быть, кто-то даже и попал. Ради этой женщины вы были готовы, ну, звезду с неба достать. Вот как раз она к нам пришла сегодня на расклад. Эта женщина осталась вроде бы и в прошлом, но вы еще не можете ее забыть. Вот не можете. Может проигрываться у некоторых, что вы пытаетесь как-то с ней пересекаться. Просто для того, чтобы лишний раз ее увидеть, лишний раз там позвонить, чтобы просто услышать, да, вот ищете постоянно предлог, либо же дети, это очередной предлог, ну, в таком плане. Это женщина, которая несет очень много негатива окружающим. Это женщина, которая для вас когда-то была светом в окне, а может быть и сейчас для кого-то она свет в окне. Она довольно такой, ну, негативный персонаж. Она очень такая дамочка самовлюбленная. Почему-то мне хочется ее назвать вот именно снежной королевой. Это дама, которой, ну, реально нужно постоянно подавать ее корону и садить на трон. Она очень любит, когда ее кружат. Она очень любит комплименты. Она очень любит за собой ухаживать. Она, в принципе, довольно неплохо выглядит. Она может ходить и в фитнес-клубы, да, вот эти все сейчас довольно модные. Она за фигурой может следить, там, косметологом, неплохо одевается, да. Вы ее довольно сильно разбаловали. Разбаловали своей любовью, своим отношением. Эта женщина, я даже не знаю, всем ли она показывает свое настоящее лицо. Она очень скрытная, вот такая, как она настоящая, есть в глубине души. Я не уверена, что вы даже ее знаете. Я думаю, вы до конца ее не изучили. Даже те из вас, кто много лет, допустим, прожили вместе. Возможно, даже кому-то из вас после развода открылись какие-то ее новые грани, да, новые черты характера. Причем они были, ну, не самые позитивные. Это могут быть какие-то такие, знаете, ну, трэшевые ситуации, когда вы еще больше в ней разочаровывались. Может быть, вы услышали что-то не очень хорошее про нее, да? Может быть, она сказала, либо сделала что-то такое, что вы еще больше в ней разочаровались, но в то же время вы ничего не можете с собой поделать, вас тянет неведомая сила к ней, и все. Я не исключаю здесь приворот, я не исключаю магию, но для этого нужно делать диагностику, поэтому добро пожаловать, кто хочет сделать диагностику, кто понимает, что она такая-сякая, да, но тем не менее тянет. Среди вас есть даже такие ребята, кто реально, вот вы головой, умом, вы понимаете, что она, ну, не очень хорошая, так скажем, да, это так я очень мягко ее называю. Но тем не менее, ну, тяга сумасшедшая. Сумасшедшая тяга. Женщина, которая
появится еще не раз в вашей жизни. Вы будете с ней пересекаться, но это будут, ну, не самые такие лучшие ваши какие-то встречи, либо же разговоры, да. Давайте-ка посмотрим, если у вас такая ситуация вот с ней проигралась, да, почему же она вас ревнует, что же такое происходит, мне прям самой интересно. Вы знаете, вот до сих пор остались, несмотря вот ни на что. Даже если она вас унижала, там оскорбляла, гадости говорила, вы для нее до сих пор остаетесь сильным мужчиной, вот той самой каменной стеной, за которой она когда-то была. Была, но не оценила. Была, но упустила. Она, в принципе, внутренне, вот как сильного мужчину, она до сих пор вас уважает. Вот уважает за ваши отношения. Она прекрасно помнит, как вы к ней относились. Она вас уважает за то, что вы, в принципе, неплохо можете зарабатывать, да, вы умеете делать деньги, вы умеете подработать, там, ну, в конце концов, одолжить, если нужно будет. Она вас уважает, что вы можете решить разные проблемы. Даже если, допустим, вот элементарно, да, к примеру, ну, что-то поломалось, да, вы сами, если не можете отремонтировать ту же там бытовую технику, либо сантехнику, что угодно, вы тут же поднимаете трубку, вы звоните, да, вы ищете либо мастера, либо друзьям звоните, кто может это сделать. То есть вы решаете проблему, на вас можно положиться. Она это все помнит, она это не забыла, но что немаловажно, такого мужчину она после вас, она не повстречала. Вот такого уровня мужчину, как вы. То, что ей попадались там мелкие сошки, это все не то. Ей бы очень не хотелось, чтобы вы наладили свою личную жизнь. Она вас и ревнует, потому что у нее у самой нет счастья в личной жизни. Даже те, кто сейчас вот пребывают, казалось бы, в отношениях, поскольку это общий расклад, да, мы понимаем, что может и такая ситуация проиграться, там любви нет однозначно. То есть она не может себя назвать счастливой женщиной, она не может сказать, что она вот любит и любима. Поэтому вот как-то вот по старинке, так сказать, по старой дружбе, да, она не хочет, чтобы у вас появилась новая женщина, и не дай бог, чтобы не появилась новая любовь и семья. Вот здесь какая-то, знаете, нотка собственничества, что ли. Вот вроде бы вы не с ней уже, но тем не менее она не хочет вас никому отдавать. Вот мысленно она не хочет вас отдавать. Абсолютно не хочет. Даже может проиграться ситуация, что она будет какой-то период вас штурмовать именно письмами, звонками. Она может напоминать о себе. Вот не раз было, да, что вы мне писали в комментариях, что к вам начала проявляться бывшая, да, спустя месяцы, у кого-то годы, ну, так, как я и говорила, что вы сами были шокированы. Но, тем не менее, конечно, так бывает, да, тем более карты так показали. Она будет пытаться выйти с вами на связь, на какой-то контакт будет выходить. Повод может быть абсолютно разный. У кого-то это дети, у кого-то это помощь будет просить, да? Она попытается вас держать в каком-то вот поле зрения, что ли. Если вы находитесь на расстоянии, она будет постоянно расспрашивать ваших общих знакомых, как вы поживаете, есть ли у вас другая женщина, да, ну то есть, чтобы быть в курсе вещей. Она, знаете, такой вот негативный внутренний посыл вам шлет, что вот останься один. Вот по типу «я несчастна, и ты будь несчастен». Ну, как бы так не доставайся же ты никому в таком плане. То есть женщина, знаете, я не могу сказать, что она безумно там жалеет, что так все получилось. Ну вот как говорят в народе, жаба давит, да? Вот не дай бог у вас кто-то появится, да еще вы будете счастливый, ну ее жаба просто задавит, потому что у нее счастья нет. Она ревнует вас сумасшедше.
просто по-сумасшедшему ревнует. Я вам скажу, она даже при жизни, когда вы были вместе, при жизни с ней, я имею в виду, она была сумасшедшая ревнивица. Знали вы об этом, не знали, но она вас ужасно ревновала. Это такой ее небольшой комплекс женский. Ну, тем не менее, она ревнивица еще та. И была, и есть, и будет. Поэтому как-то, когда у вас появится новая женщина, либо же держите это, ну, так, знаете, информацию не очень распространяйте. Счастье любит тишину, не зря говорят. Тем более особо не распространяйтесь общим знакомым. Ну, хотя бы в начале, да? Ну, чтобы и не сглазить. Потому что тот же самый сглаз, он никуда не девается. Верите вы в это, не верите. Сглаз есть. И очень часто люди сами себя сглазят. Понимаете, даже вот, я думаю, может быть, вы замечали, почему говорят, нельзя рассказывать о каких-то своих планах, да, вот о каких-то своих маленьких таких успехах. Вот вы только рассказали всего лишь об своем успехе, все, вы тут же либо поссорились с этим человеком, либо же еще какая-то неудача накрыла. Потом думаешь, елки-палки, сам себя сглазил. И у меня, кстати, такое бывает. Бывает, нет, а все равно на эти же грабли периодически наступаю. Хоть и знаю это все, но все равно, знаете, хочется похвалиться, похвастаться, да, вот даже среди родных. А потом думаешь, ну елки-палки, ну зачем я это сказала? Всю малину испортила. Поэтому вот такой расклад был, ребятушки. Бывшая, ну все никак не угомонится. Ну не может она успокоиться. Ну чахнет она, чахнет. Как Кощей над златом, да, только над чем она чахнет, да. Может быть, там и злато, конечно, но больше такое на медяники похожее, наверное. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!